Друзья, привет! Сегодня буду вязать узор из спущенных петель. Такой узор подойдет на майки, на топы, ну и на какие-нибудь кофточки на осень, на весну, да и на лето. Взяла вот такие ниточки. Они довольно плотненькие, не тонкая нить. И спицы у меня 4,5 миллиметра. Набрала. Удобным способом для вас вы набираете петли. Изделие вяжется снизу вверх. Здесь я покажу только узор, как вяжется. Провязываем лицевыми петлями до конца ряда. Первую кромочную я снимаю и провязываю лицевыми петлями полностью все изделие. Если изделие у вас вяжется по кругу, вы также провязываете по кругу лицевыми петлями. Изнаночный ряд провязываем изнаночными петлями. И так продолжаем вязать на нужную вам высоту, на высоту вашего узора. Я провязала 10 петель вверх, лицевая, изнаночная. Если вы хотите, чтобы изделие состояло полностью из спущенных петель, то вы вяжете снизу вверх прямо до горловины. И уже у горловины вы начинаете делать спущенные петли. Если у вас спущенные петли идут в шахматном порядке, то необходимо определить, на каком расстоянии вы будете делать вот этот вот шахматный сдвиг. Кромочную петлю снимаем, провязываем 4 петли лицевыми и пятую петлю спускаю. Прям вот спускаю и распускаю до самого конца. Вот так у нас выходит. И на месте вот этой петли, которую мы спустили, я делаю 2 накида. И дальше снова провязываю лицевыми 4 петли. И пятую петлю снимаю и распускаю. Снова делаю 2 накида и продолжаю так делать узор до конца ряда. 4 провязала лицевой, пятую снимаю. Если вы хотите, чтобы узор у вас был не такой частый, не через 4 петли на пятую, а хаотично, возможно, или просто дальше, то вы себе высчитываете, как вам лучше. И там делаете спуск. Может, это будет через 10 петель, через 9 на 10. Вот на такие нитки хорошо 4 петли провязываем, 5, пятую спускаем. Видите, вот такие дырочки выходят, вот такие петли спущены. И так я продолжаю делать до конца ряда.
Вот, довязала я до конца. Разворачиваем наше изделие. Так как у нас здесь была спущена петля, мы добавляли 2 накида для того, чтобы компенсировать эту спущенную петлю. На изнаночном ряду необходимо из этих 2 накидов сделать 1 петлю. Кромочную снимаю, изнаночную. Изнаночные провязываем изнаночными петлями. Так, дошли мы до накида. Что мы делаем? Мы переснимаем накид на правую спицу, провязываем изнаночной петлей и перебрасываем через петлю. Таким образом мы компенсировали вот эту спущенную петлю. Далее вяжем по узору изнаночными 3, 4 и снова у нас 2 накида. Также проделываем перекид. Следующий накид провязали мы изнаночной, и тот, что перекинули, надеваем. Снова провязываем. Покажу вам еще раз. Вот у нас 2 накида. Перебрасываем на основную спицу. Далее провязываем изнаночной. И этот накид перебрасываем назад. Таким образом у нас выходит по лицу вот так. Продолжаем так вязать до конца ряда. Далее продолжаем вязать вверх на нужную нам высоту. Количество петель у нас не поменялось, так как мы добавляли петли, и у нас все осталось в таком количестве, как и было изначально набрано. Лицевой ряд провязываем лицевыми петлями, изнаночный ряд провязываем изнаночными петлями. И это может быть низ изделия. Также вы можете сделать спущенные петли до самого конца. То есть вы вяжете изделие и в самом верху уже начинаете распускать. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Буду рада вас видеть на своем канале. Всем пока.